Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Бэрон и Дилан вместе рассматривали подарки сына. Когда Бэрон говорит, что мой сын улыбался мне, пока он спал, Дилан расстраивается, задаваясь вопросом, когда же я поймаю улыбку моего сына. Бэрон говорит: не волнуйся, он тоже над тобой посмеется. Когда Дилан Миран хочет взять ребенка и уложить спать, Бэрон не хочет спускать сына с колен, говоря, что мой сын не хочет оставлять меня. Тем временем Харун хочет победить XXX из-за увиденного. Однако Ясмин вмешивается, прекращает драку и отправляет Харуна из ресторана подышать свежим воздухом. С другой стороны, Джавахир и Шаир планируют поехать в особняк. Когда Джавахир звонит Хасану и говорит ему, что хочет этого, Хасан сердито отвечает. В ответ Джавахир очень злится на Хасана. Когда Ясмин просит Берка уйти, Берк говорит, что не может контролировать человеческое сердце. Когда Ясмин говорит, что вам было бы нехорошо оставаться здесь ради вашего же блага и безопасности, Берк говорит, что вы правы и собирается уйти. Когда Барн приходит с кухни за фруктовым соком для Дилана, Ферат и Гуль говорят, что им не хватает любви к Мирану. Прежде чем уйти, Баран отводит Ферата в сторону и говорит: «Давай встретимся через час, нам есть о чем поговорить». Когда Баран уходит, Ферат замечает, что Гуль немного злится, и спрашивает, беспокоили ли его Ферат или Азра, но Гуль ничего не говорит. Затем он убеждает ее пойти вместе, чтобы завоевать ее сердце. Когда Бэрон приносит фруктовый сок Дилану, Дилан говорит, что у Мирана газ, поэтому Бэрон берет его и вынимает на руках. Когда Мирана немного рвет вместе с газами, Бэрон дает его Дилану, чтобы тот переоделся. Когда они спускаются вниз, Гуль и госпожа Азади садятся рядом с ним и пытаются его погладить. Когда Баран отправляет Дилана на кухню поесть, пока мы присматриваем за Мираном, Гуль сопровождает его. Гуль не заставляет Дилана делать какую-либо работу, она готовит еду и ставит ее перед ним. Но Дилан понимает, что Гуль расстроен ее поведением. Гуль объясняет, что произошло, говоря: «Я был одержим Азрой, на самом деле она была одержима мной, и я намеренно пролил на нее суд». Боевой дух Гуль улучшается, когда Дилан советует ей быть такой же расслабленной, как Ферат. Когда она пришла после еды, госпожа Азади усыпила Мирана, запеленав его. Однако, когда Дилан говорит, что она не считает пеленание правильным, госпожа Азади говорит: «Я всегда пеленала своих детей, моя дочь». Когда Дилан сказала: «Я не хочу совершать поджоги, пожалуйста, давайте больше не будем поджигать», госпожа Азади соглашается. В тот момент, когда к ним приходят Баран и Хасан, Дилан прикрывает ребенка. Пока Бэрон смотрит на нее, звонит ее телефон. Когда госпожа Азади злится, говоря: «Либо ответь на звонок, либо выключи телефон», она уходит и говорит: «Хорошо, я ухожу». Затем он поворачивается к Джавахиру, и Джавахир спрашивает его, что делает Барасн, и говорит, что ему скоро будет очень больно, и пока он будет наслаждаться этим. Мы идем в кабинет Барана, а Дилан и мисс Азади остаются с Мираном. Азра звонит Ферату и просит о встрече, чтобы объяснить ее работу в бизнесе. Когда Ферат рассказывает об этом Барану, Баран не хочет идти и говорит, что ты можешь идти, если хочешь. В этот момент звонит телефон господина Кудрета, и он внезапно встает и спрашивает, поэт ли он. Он объясняет, что мужчины нашли номер автомобиля, в котором ехал Шаир. Баран говорит, что мы его почти поймаем, он больше никогда к нам не приблизится. Внезапно дверь открывается и входит Дилан. Он говорит: «Извини, я не знал, что у тебя встреча». Господин Кудрет и Ферат внезапно бросают все и начинают любить его. Когда дедушка Ферата говорит, что опоздает на встречу, они выходят вместе. На выходе он сообщает Ферату Гулю, что мы идем в компанию на встречу. Хотя Бэрон любит Мирана, он говорит: «Когда ты вырастешь, ты будешь отвечать за бизнес, сынок», и ждет одобрения Дилана.
Однако, когда Дилан спрашивает, вы скрываете от нас что-то плохое, Берон отвечает, я стараюсь убедиться, что ничего плохого не произойдет, не беспокойтесь об этом, расслабьтесь. Когда Дилан спрашивает, почему вы это от нас скрываете, Берон говорит с некоторой резкостью, что мне нечего знать. Дилан расстраивается и говорит, что Мирана нужно переодеть, берет его из рук и выходит из комнаты. Ясмин очень злится на себя за то, что не смогла увидеть истинное лицо Берка, и поэтому извиняется перед Харуном. Пока Дилан раскрывает подгузник Мирана, в комнату входит Берон. Когда он собирался одеть Мирана, у Дилана звонит телефон, и Берон одевает его. Джевдет звонит Дилану и пытается узнать, как они. Тем временем Берон одевает Мирана и держит его на руках. Заботясь о Миране, они ухаживают друг за другом и флиртуют. Пока Харун и Джевдет наслаждаются десертом, приготовленным Ясмин, все извиняются за непонимание истинных намерений Берк. Пока Дилан выходит из душа и пытается высушить ей волосы, Берон подходит к ней сзади, пытается сам высушить ее волосы и говорит: «Поверьте мне». Дилан говорит, что я доверяю тебе, но меня пугает незнание того, с чем я столкнулся, это очень нормально, так почему ты заставляешь меня чувствовать себя виноватым? Тогда доверься мне и поделись со мной всем. Когда ты говоришь, что весь этот ущерб мы понесли не от наших врагов, а от наших тайн, Баран говорит, я расскажу тебе, когда будет необходимо, но сейчас это не обязательно. Ласкает волосы и лицо Дилана. Вместе они наблюдают за ним в кроватке Мирана. Рядом с ней вяжет госпожа Азади, которая готовится съесть розы. Когда господин Кудрет возвращается в особняк один, Гуль немного расстраивается из-за этой ситуации. В этот момент звонит Ферат и говорит, что встреча становится длиннее, а Гуль говорит, пойдем в другой раз. Тогда это было действительно хорошо, я так устал, что он встал, чтобы я могла пойти в комнату и отдохнуть. Когда госпожа Азади хочет убедить господина Кудрета помириться с Хасаном, она встает и идет в свою комнату, говоря, «Пойми, мама, Хасан плохой человек, он заставил меня и нас разделить это зло, он в этом вопросе нет сердца». Пока Харун и Ясмин флиртуют перед дверью, Берк тайно наблюдает за ними. Когда Харун уходит, Берк надевает лыжную маску и следует за ним. Пока Дилан и Баран занимают между собой кровать Миран и наблюдают за ней, Дилан говорит, «Я больше не буду продолжать эту лимонную ситуацию между нами вокруг нашего ребенка, потому что вы не будете недооценивать их чувства, поэтому не думайте, что я смягчился по отношению к ты. Берон говорит, «Хорошо, завтра мы продолжим с того места, на котором остановились». Дилан и Берон желают друг другу спокойной ночи, любя и лаская лица друг друга. Когда Дилан кладет голову на подушку, Берон начинает петь колыбельную своему ребенку. И Дилан, и ребенок засыпают. Берон кладет Мирана в колыбель. Тем временем кто-то входит в двери особняка и поднимается наверх. Пока Баран выносит из детской одежду и подгузники, плюшевый мишка привлекает его внимание и идет к нему. Дилан спит, пока Миран бодрствует, и когда тот человек в маске, который вошел в особняк, заходит в комнату и подходит к кроватке, Дилан просыпается, но даже если ему хочется закричать, он не может кричать, но звука не издается. Когда мужчина в черном вынимает Мирана из кроватки и выходит из комнаты, Дилан пытается кричать в поту. Когда Берон протягивает руку, чтобы взять плюшевого мишку, он слышит, как Дилан кричит «Миран, Миран». Он бежит к Дилан и будет ее. Когда Дилан просыпается и приходит в себя, он пытается стряхнуть с себя эффект сна, тут же встает с кровати и смотрит на Мирана. Берон обнимает тебя и говорит, что никто не может подойти к тебе близко, я этого не позволю, все кончено, красавица. Хасан ночью тайно засовывает кусок ткани в сливную трубу. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.